Береза, ромашка, одуванчик. Все они относятся к большой группе живых существ, которые называются растения. Мы уже знаем, что если они живые, они должны двигаться, но ведь у них нет ног, нет лапок или крыльев. Как же они могут двигаться? Оказывается, могут. Они могут поворачиваться к свету, умеют вращать стеблем, чтобы зацепиться за опору, умеют закрывать и открывать лепестки. А кувшинки и вовсе каждый вечер складывают лепестки и прячутся под воду, а утром снова выходят на поверхность, раскрывая лепестки навстречу солнцу. Все живое растет, и растения в том числе. Даже их название «растение» происходит от слова «расти». А для того, чтобы расти, нужно питаться. Растения не ловят добычу, за редким исключением. Так как же они питаются? Растения сами создают себе питание из воды и воздуха. Такой процесс называется фотосинтезом. Вы можете провести опыт, который покажет, что корни растения выпивают воду. Для этого растение нужно поместить в банку, отметить уровень воды и плотно закрыть банку крышкой с прорезью для стебелька. Посмотрите, что произошло с водой спустя несколько дней. Воды стало мало, значит, растение выпило ее своими корешками. Если же мы добавим в воду синий пищевой краситель, мы увидим, что через некоторое время растение окрасится в синий цвет. Это доказывает, что растение забирает не только воду, но и все вещества, которые в ней растворяются. Подумайте, что будет с растением, если в земле окажутся вредные для него вещества? Растение погибнет, забрав вместе с водой эти вредные вещества. Все живое дышит, а значит, дышит и растение. Дышит растение через крохотные отверстия на листочках, стебле и корнях. Воздух проходит через все растение, потому что нужен в любой его части. Глядя на растение аквариума, мы можем увидеть пузырьки воздуха, которые срываются иногда с листьев водных растений. А если поставить в воду срезанные цветы, можно заметить, как из срезов тоже выходят пузырьки воздуха, собираясь на стебле и стенках вазы. Мы выяснили, что растения умеют двигаться, питаться и дышать. Как они оставляют потомство? Из котенка вырастает кошка, из щенка – собака. А растения дают семена, из которых вырастают новые растения. Если взять семена гороха или фасоли, положить их в блюдце на ватные диски, смочить водой и поставить в теплое место, мы увидим, как семена начинают впитывать воду, набухать, увеличиваться в размерах. Но не забывайте, семена тоже живые, им нужно дышать. Поэтому вода в блюдце не должна закрывать семена целиком. Через некоторое время из семени появится корешок. Растение готово пить воду из земли. Мы можем посадить семена в пластиковый стаканчик с почвой, поливать и наблюдать. Скоро из земли появится росток, стебелек, на котором начнут разворачиваться листочки, а через некоторое время у нас будет взрослое растение. Мы с вами сами смогли убедиться, что семена – это и есть потомство растений. Как из котенка вырастает кошка, так и семечко вырастает взрослое растение. Таким образом, растения, как и животные, растут, движутся, питаются, дышат и оставляют потомство, то есть относятся к живой природе.